получилось вот именно то, что задумывала. Но делать еще раз такое так же, как я делала. А сегодня в программе, как всегда, неудачные эксперименты и 6000 бусин своими руками из рисовой муки, а также квест по установке эксклюзивного экрана под ванну. Не повторяйте это. Это даже для меня слишком too much. В общем, вы уже догадались, что бусины я решила сделать своими руками, потому что, как всегда, не нашла в продаже той формы и размера, которые мне были нужны. И первая моя попытка была слепить их из пластичной массы, полученной при смешивании столярного ПВА клея с финишной штукатуркой. Лепить из штукатурки так себе идея, потому что масса получается очень какая-то нежная, мягкая. Если намесить гуще, то еще быстрее застывает. Она и так быстро застывает, я не успеваю форму вылепить. А замесить погуще тесто застывает еще быстрее. Долго не хранится. То есть, если много сделал, надо все сразу вылепить и не отвлекаться вообще больше ни на что. Ну, вообще неудобно. В общем, сейчас намешаю клей с рисовой мукой. Видела, что еще такую массу делают. И попробую из нее. И все бы, может, и ничего, но начала я с использования не того клея. Просто хотела израсходовать остатки. Блин, ну вот опять потрескались. Здесь другой клей? Нет ничего. Здесь опять трещины появились, хоть я и заделывала. В общем, от выбора клея много чего зависит. Итак, первая порция бусин в помойку, а мы приступаем к плану Б. Теперь делаю массу из рисовой муки, более качественного столярного клея с добавлением жидкого мыла. Этот рецепт посмотрела в интернете у одной мексиканки. Удобно это все замешивать в обычном полиэтиленовом пакете, чтобы не пачкать руки и стол, а затем уже домесить руками. Масса получается как тугое пельменное тесто, и ей надо отлежаться еще примерно 30 минут в пакете. В этот раз масса оказалась качественной, бусины не трескались, ей прекрасно лепить, она может долго пролежать в холодильнике и при этом не засохнуть. Ну, я и продолжила лепить бусинки на ниточку джута, скатывала из массы два шарика, делала из них детали в форме овала и слепляла друг с другом, проводя между ними нить джута. Поначалу мне весь этот процесс очень нравился, я даже поначалу экспериментировала с фактурой, пробовала придавать ее с помощью расколотого камушка и скомканной фольги. Но тут меня ждала вторая неприятность. Оказывается, джут под воздействием столярного ПВА клея превращается просто в какую-то ломкую спичку. Я отделила друг от друга бусинки и решила приклеить к ним другую нить, тонкую, но прочную. Не, ну это, конечно, фигня фигней. Да еще на такой тоненькой ниточке, некрасиво, ненадежно, нехорошо. Фу-фу-фу. В общем, говорят, если что-то не получается, возьми тайм-аут и выпей чай с печенькой. Ты тоже на перерыв? А, Тимон? После перерыва у нас с Тимоном открылось второе дыхание. Я купила в хозяйственном магазине бельевой шнурок, он синтетический и прочный, и начала заново программу создания суперэксклюзивного экрана. Зато мои мытарства с лепкой привели меня к очень удобному и самому быстрому из всех варианту. Я скатывала из массы цилиндр, разделяла его с помощью шила пополам, расплющивала так, чтобы у меня получалось как бы два соединенных овала, и склеивала их друг с другом, проводя между ними шнурок. Здесь уже дополнительно никакую фактуру я не добавляла, они и так получались фактурными, и мне такая форма вполне нравилась. Теперь ниточки получились аккуратными, как раз то, что я и задумывала. Осталось их покрасить. Использовала всю ту же краску для стен, которую я покрасила практически всю ванную. Ну и тут снова сделала глупость. Только когда будете красить, лучше сразу переворачивайте или подвешивайте сушить, чтобы не было вот такого. Ну а мне перед повторной покраской и лаком пришлось еще устранять косяки. Ой, все, последнее. Пойду-ка я зарядку сделаю. Ну, я просто уже не могу об этом молчать. Вы так часто меня жалеете, переживаете, что, типа, это такая сложная, тяжелая работа, мужская, там будет болеть спина, там, и куча всяких грыж и еще чего-нибудь. Вы знаете, я еще, по-моему, никогда в жизни не чувствовала себя так физически хорошо, как занялась ремонтом. Во-первых, я накачала руки. Вот, пожалуйста, даже вилку согнула голыми руками. Могу даже разогнуть обратно. О, пожалуйста.
А все потому, что я изначально знала, из-за того, что труд физический, нужно обязательно как-то о своем теле позаботиться. Это нормально питаться, нормально высыпаться, это не поднимать тяжести поясницей, а поднимать их попой и бедрами, вот этими мышцами. Это мне муж, штангист бывший, рассказал. Вот у меня, например, 10 килограмм белого цемента, из него раковину потом буду делать. Я вот как поднимаю ведра там с водой, например, мешки с цементом, или, ну, во-первых, до 10 килограмм, выше 10 килограмм я зову мужа, а если до 10 килограмм, то делаю всегда, как это делают штангисты, чтобы не получить грыжу или не сломать поясницу. То есть нужно присесть, зацепиться хорошенько и поднять ногами. Вот именно ногами. То есть вы вместо того, чтобы ломать спину, наоборот, ее закачиваете, и поясница становится еще крепче. А у нас, как обычно, большинство делает, вот так. И потом, здравствуй, радикулит, очень неприятно познакомиться. Ну, о таких вещах, как бег, занятия на тренажере, плавание, прогулки босиком, зарядка, я вообще молчу. Это как зубы почистить. А пока наведем порядок под ванной и подготовим то, на что будем вешать бусинки. Слушайте, никогда не думала, что под ванной столько места. Так, прежде чем вот это все выпылесосить, мне надо еще отбить вот этот угол, чтобы сюда потом под ванну брусок зашел. Тут тоже чуть-чуть придется сейчас. В общем, кое-как я раздолбала этот уголок. Аккуратно сразу не получилось, все равно потом пришлось шпаклевать. И после чего хорошенько отмыла пол и саму ванну. Ну вот как-то так. Конечно, там отмывать это все прям совсем-совсем уже не отмоется. Там вековая уже грязь настолько прилипшая. Я так понимаю, там еще цементом хорошо все замазано, так неплохо. Это уже не отмывается. Ну, мне главное, чтобы сверху это все покрасить, закрыть экраном и забыть, как страшный сон. И дальше закрасила все, до чего могли дотянуться мои руки, в серый цвет. Дальше я отпилила брусок, который был у меня в запасах, и поняла, что смотреться это будет, конечно, некрасиво. Сходила на рынок и купила доску. Правда, она была не струганная, пришлось ее еще и отшлифовать хорошенько. Я решила насверлить толстые отверстия и просунуть в них шнурки с бусинками. Ну, короче, я дятел. Нифига, блин, не столяр. Сверлила, ну, вы видели на весу, и получается с обратной стороны вот такие заусенцы. Есть тут столер из Самары, которому нужен подмастерье. Я готова. Подложила досточку с обратной стороны, ну, маловато, наверное, надавливала, надо побольше. Зато, видите, отметины появляются. И мне, если честно, вот это даже больше нравится, этими отметинами. Короче, буду на весу. Эта сторона все равно будет не видна. Потом замажу, закрашу. Тем более сюда еще здесь будут шнурки торчать, как бы не страшно, я считаю. Вот, зато будут интересненькие такие кружочки. Итого получилось 121 отверстие. Но только когда приложила доску к ванне, поняла, что насверлила их не с той стороны. Ну, конечно, как-то я могла сразу без косяков делать. Тогда бы вообще я не я была бы. Взяла столярный клей, деревянные шпажки и заклеила каждое отверстие, чтобы не мучиться со слоями шпаклевки. Вот сейчас мне уже кажется, что проще было 3 раза зашпаклевать. На следующий день спилила эти шпажки под корень, хорошенько зашлифовала поверхность, замазала шпаклевкой по дереву и снова зашлифовала после ее высыхания. Ох, пыльная работа, скажу я вам. Ну вот, теперь самое оно. Это уже встало вровень с ванной, прям то, что надо. И остался вопрос со звездочкой. А как это все теперь закрепить? Что я в итоге решила делать? Я возьму вот эти уголки, их к стене вот таким образом. И вот такие штучки нашла в запасах у мужа. Хочу на них прикрепить. Вот с этой стороны не получится к стене, потому что должно быть где-то вот здесь находиться на расстоянии, а там вот эта железяка, я ее точно не просверлю. Вот так я ее расположу на жидкие гвозди, просто это все приклею. И снова беру моего незаменимого помощника и сверлю отверстие.
Кстати, в прошлом видео я уже показывала, как он помог мне с полом в ванной, а сегодня хочу показать его собрата, который помог мне со столешницей от журнального столика. Видео об этом как-нибудь обязательно выложу на своем канале, а сегодня просто покажу его и похвалюсь одним своим маленьким достижением. Я тут недавно на правах блогера разжилась несколькими помощниками в моем нелегком творческом деле от фирмы Redberg. Ты решил себе его загробастать? Ну уж нетушки, этого нет. Конечно, прежде чем согласиться, сначала я посмотрела отзывы. У них на сайте оказалась ссылка на Озон, что очень даже хорошо, потому что я всегда покупаю материалы и инструменты, только основываясь на отзывы, поскольку опыта у меня в этом нет. Те модели, которые мне нужны, отзывы очень даже неплохие. Надо брать, да, Тимох? Ну, что скажешь? Ну, с виду хороший инструмент. Удобно пользоваться. Ну, тут еще, видишь, пилки. Угу. Не надо ничего крутить этими отвертками. Все зажимается и пилка меняется быстро. И углы меняются, наклоны и все быстро. Буду осваивать. Да прямо сейчас вместе с вами это и сделаю. Сначала я, естественно, потренируюсь на кошках. И не только конкретно с этим лобзиком, а вообще впервые в жизни буду им что-то пилить. Значит, первая платформа ровненько стоит, ровненько. Тут вот, видите, такая красная линия есть, и по ней можно ориентироваться. Значит, второй момент. Мне нужен ровный срез, поэтому я отключаю маятник, соответственно, на 0 ставлю. С ним вместе идут две пилки. Одна по дереву, одна по ламинату. У меня есть отдельный набор, здесь хорошо прям написано, какая пилка для чего. Так, значит, вставляем пилочку. Так, зубчиками вперед. Ой, а как ее вставлять-то? Он быстросъемный. Где находится этот быстросъем, надо заглянуть в инструкцию. Вот такая вот закрепка. Ее нужно отодвинуть и туда вставить пилочку. Все, вот он ее зажал. Так, и проверяем, ровненько, все неровненько. Вроде ровненько. Да, аккумулятор в это время нужно отцепить. 100%. Вот эта штучка, я так понимаю, связана с пылесосом. Вот сюда вставляется переходник для пылесоса. Ну, я сейчас буду без него работать, поэтому, соответственно, передвигаю сюда. И здесь скорость. Вот сейчас, кстати, попробуем разную скорость и посмотрим, будет ли разница какая-то в спиле. Дальше я попробовала пилить на разных скоростях по прямой линии и также выпилить фигурную. На первой скорости распилить вообще не удалось. Я думаю, что она нужна, наверное, для очень мягкого дерева. Надо будет еще с этим разобраться. Поэтому пропилила на третьей скорости, и срез получился очень-очень ровный. На той стороне, с которой я пилила, было несколько микроскопических сколов, а вот на другой стороне их не было вообще. Затем попробовала пилить на 6 скорости максимальной. Здесь срез получился также ровный, но сколов уже было немного больше. Хотя они также отсутствовали с нижней стороны. И что-то, мне кажется, я не то вот с этой штучкой сделала. Наверное, все-таки ее сюда надо. Сейчас я проверю, потому что все опилки летят вперед, и я не вижу линию, по которой иду. То есть, видите, я скосила, ушла вообще в сторону. Дальше я сделала спил с включенным маятником, но, к сожалению, забыла отснять результат. С маятником пилить в разы быстрее, но сколов получается очень много с обеих сторон. Ну и остался фигурный срез. Для фигурного среза я вставила пилочку уже поуже, потому что этой широкой не получилось взять такой радиус. Ну и, как видите, тоже все вышло отлично. Фух, пропилила. Сняла защитное стекло, потому что у меня металлизированная поверхность, очень сильно преломлялась линия, я ее практически не видела за этим стеклом, из-за того, что вот отражалось все как-то с подсветкой, искажалось, пришлось снять. Ну, давайте посмотрим на результат. Ну, вот здесь придется край подшлифовать, естественно. Так, больше всего меня интересует лицевая сторона. Покажу вам поближе. Вот смотрите, идеально. Идеально. Ни одного скола.
За 1,5 часа работы батарея убавилась на 2 деления на аккумуляторе. Оставляю вам ссылочку в описании, тем более сейчас большие скидки к дачному сезону на различную технику и оснастку. Дальше я прикрутила уголок к доске и примерила к месту, чтобы отметить также на другой стороне, куда мне прикрепить уголок. Там неудобно было сразу размечать, в каком месте делать отверстие, поэтому я просто процарапала край уголка, где находился край уголка, отметила, и вот теперь я могу прикинуть, где мне это отверстие делать. Как раз получается по центру и сантиметр от края, все отлично. Дальше просверлю, прикручу, снова приставлю к стене и на стене уже отмечу, куда буду присверливать уголок. Дальше я просверлила отверстие в стене и вставила в него дюпель. Ну вот, вроде держится. Что ж, крепления готовы, а мне осталось покрасить доску той же самой белой краской и покрыть лаком в 3 слоя. Кстати, пол на тот момент у меня уже был готов. Я показывала в прошлом видео, как его делала. И многие спрашивают, как за ним ухаживать. Вот сейчас, видите, тут полно мусора натаскали. Уже недели 2 я тут не убирала, наверное. Некогда было. Ну, сейчас давайте вместе с вами его и уберем. Сначала сметаю мусор просто веником. В принципе, по-моему, можно и не мыть. Да, я, кстати, покрыла его лаком в 3 слоя. Многие об этом писали в комментариях, но по какой-то причине я эту информацию не поместила в прошлое видео. Не знаю, почему так у меня получилось. Иногда бывает, забываю о чем-то сказать. Покрыла обычным матовым лаком, самым простым, акриловым, в 3 слоя. Ну вот видите, подмела, уже мусора нет, грязи тут особо нет. Сейчас немножечко протру вот губчатой шваброй. Помощничек тут вон стремится на помощь. И вот такой вот обычной ворсистой шваброй, сухой, протираю насухо, чтобы остатки мусора убрались. Все. Ну, то есть, как видите, я не вижу проблем по уходу за этим полом. Но у кого есть моющий пылесос, вообще красота. Ну вот, 5 минут, вот по воде видно, да, что грязный был пол. А вообще, если много мусора, как вот у меня было, нет, то можно сначала помыть этой губчатой шваброй, и после этого вытереть насухо быстренько и подмести. Вот и все. То есть подметать уже после того, как помыли. Ну, не знаю, если для кого-то 5 минут это много на пол, ну да, наверное, не стоит такой пол делать. Дальше я решила сначала все прикрепить на палку, затем повесить ее на место и уже на месте покрывать лаком. Но решила, что так будет проще и быстрее. Посмотрим. Так, некоторые веревочки пришлось склеить, потому что слишком уж короткие были. И теперь я это все переверну. Здесь выставлю нужную длину. То есть у меня получается первая бусинка будет начинаться прям вот от деревяшки. И на таком расстоянии буду вот эти все концы здесь уже закреплять степлером. Тут, как понимаете, уже ничего сложного, просто закрепляем степлером каждый конец. Скобы я не жалела, старалась закрепить на совесть. Ну и давайте посмотрим, что же такое получилось. Торро, 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 торро. Ай, смотрится класс. Пойдем крепить на место. Косяк на косяке — мое второе имя. В общем, она оказалась тяжелее, чем я думала. Весит она где-то 3-3,5 килограмма. И, естественно, все это дело провисает. Поэтому сейчас вот подпорочку поставила. Сейчас уже что у нас? У нас уже, наверное, час ночи где-то. Я ложусь спать. Ну ладно, давайте, до завтра. Ну вот скажите, уже классно смотрится, да? Вот так она выглядит. Сейчас оторву кусочек. Смешаю. Нужно смешать прям руками, как пластилин до однородной массы. Ну и, собственно, приклеивать. В общем, прихватила в нескольких местах. Постаралась как можно больше расплющить, чтобы больше площадь
клей занял на ванне и на самой доске. Написано, что через час-полтора механическое воздействие возможно. Ну, посмотрим. Я думаю, что я подольше подержу и потом уберу подпорку. Посмотрим, хватит, не хватит этой холодной сварки или все-таки придется еще кронштейны приделывать. Ну, в общем, отлично. Уже убрала подпорку, приклеилась прям вот намертво. Все, суперская штука. Не знала раньше о ней. В итоге получилось все круто, замечательно, просто шикарно. Он производит именно то впечатление, которое я хотела. Не сжирает пространство, потому что полупрозрачный. Под него легко подлезть, легко устроить там какую-то систему хранения. Да и уход минимальный, потому что на нем ничего не будет видно, если даже что-то где-то испачкается. И коту там, кстати, тоже понравилось. И мне безумно нравится вот это волнение. Создается впечатление, что что-то живое присутствует в ванне, и это что-то живое напоминает о море.